Хинганский заповедник – один из последних сохранившихся фрагментов некогда величественного, воспетого многими землепроходцами животного и растительного мира Среднего Преамурья. Заповедник расположен в зоне плавного перехода низкогорья хребта Малый Хинган в бескрайние просторы Амурской влажной лесостепи на Архаринской низменности. Высота гор заповедника немногим превышает 500 метров. Быстрые каменистые реки в верхнем течении несут свои воды в узких каньонообразных долинах. После выхода на равнину из русла приобретают крайне извилистый характер и порой скрываются под сплавинами болот. Архара, левый приток Амура, берет свое начало на юго-западных склонах Буриинского хребта от слияния река Хара и Гангор. Течет по Архаринской низменности и впадает в протоку Михайловской реки Амур. Длина Архары 155 километров. Название реки по одной версии, якутское, происходит от слов «ары» – масло и «хара» – черный, то есть нефть. По другой версии от Эвенский Харан – место для жилища. В верхнем течении Архара горная река, текущая в узкой долине. Здесь русло реки порожистое с несколькими водопадами. В среднем течении долина расширяется до 10 километров. Течение реки замедляется, ширина русла достигает 40 метров. В нижнем течении река проходит по заболоченной Архаринской низменности. Русло здесь извилистое, шириной в среднем 100 метров, а в отдельных местах до 200 метров. В пойме множество стариц и протоков.
На левобережье Архары в междуречье притоков Большие Дыды и Урин расположен Хингана-Архаринский заказник федерального значения, старейшая природоохранная территория Амурской области, организованная в 1958 году. В конце XIX века в среднем течении реки найдены древние наскальные рисунки «Архаринская писаница». Рисунки изображают людей, животных, небесные тела и ладьи, на которых души умерших передвигались по небу. Значение некоторых изображений до сих пор не разгадано. Здесь мы встретили необычнейших птиц – широкоротов. Живут широкороты на юге, в Африке, Азии и Австралии. На территории России в Приморье и Южном Преамурье встречается восточный широкорот. Широкороты – родственники сизоворонок, щурок и удодов. А это значит, что и у широкоротов яркое, пестро окрашенное оперение, которое у самцов немного ярче, чем у самок. Оперение темно-зеленое, отливающее на свету различными оттенками. Горло и верхняя часть груди синевато-пурпурного цвета. Голова черная и темно-коричневая, глаза темные. Красный клюв относительно короткий, но очень широкий, заканчивается тонким темным крючком. Питается насекомыми. Жуки составляют основу питания. Ловят широкороты также сверчков, саранчу, цикад и богомолов. Вид применяет различные охотничьи стратегии. Эффективнее всего, пожалуй, относительно быстрый, как у соколиных, охотничий полет, используемый прежде всего в сумеречное и предрассветное время. Часто для общей охоты собираются несколько птиц. Охота на пролетающих насекомых ведется также из засады на деревья. Широкороты образуют постоянные пары. В период гнездования они строго территориальны.
В брачный период самцы демонстрируют в воздухе акробатические трюки, сопровождаемые громкими звуками. Выкармливают птенцов оба родителя. Зимуют в Индии, Индокитае, на Суматре, в юго-восточном Китае. Мы плывем по заповедной Архаре, приближаясь к Амуру. Сколько таких рек на нашей планете? Судьба каждой реки подобна единой кровеносной системе. Состоит она из отдельных капилляров, маленьких ручьев и речек, ключей, родников, несущих кровь в воду по всему организму. И любая из этих рек – неповторимое сокровище. Неповторимое – это не случайное слово.